агентство Рейтер не нуждается в особом представлении. Представители агентства Рейтер участвовали практически во всех этих встречах, которые вы проводили. Сегодня с нами ответственный редактор информационного агентства Рейтер Саймон Робинсон. Он, вообще-то говоря, родился в Австралии, но работал во всем мире. И на Ближнем Востоке, и в Соединенных Штатах, и в Африке. Он впервые на нашей здесь встрече, но у него есть какие-то к вам вопросы. Саймон, you're welcome. Спасибо, господин президент. У меня вопрос по Ирану. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что нападение Израиля на Иран может привести к смене режима. Дональд Трамп призвал к безусловной капитуляции Ирана. Вы согласны с премьер-министром и с президентом? Я не очень понимаю ваш вопрос. Я согласен с чем? С чем вы хотите, чтобы я был согласен или нет? Они заявили то-то и то-то. А потом вы спросили, а вы с этим согласны? С чем? Вы согласны с их оценками, что это может привести к смене режима и что Иран должен готовиться к безусловной капитуляции? Как вы знаете, Россия и я лично в контакте и с премьер-министром Израиля, и по этому вопросу в контакте с президентом Трампом. Всегда нужно смотреть, цель достигается или нет при начале чего-то. Мы видим, что на сегодняшний день в Иране, при всей сложности происходящих там внутриполитических процессов, мы об этом знаем, и, я думаю, нет смысла углубляться, но все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Ну, это почти всегда и везде так происходит, и Иран не исключение. Это первое. Второе, что очень важно, об этом все говорят, я только повторю то, что мы знаем и слышим со всех сторон. Вот эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем мы вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом с тем, чтобы обеспечить как интересы Ирана, с одной стороны, на его атомную деятельность, в том числе мирную атомную деятельность, разумеется, имею в виду и мирную атомную энергетику, и мирный атом в других сферах, так и обеспечить интересы Израиля с точки зрения безусловной безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос. И, конечно, нужно здесь быть очень аккуратным. Но, на мой взгляд, в целом такое решение может быть найдено. Мы, как вы знаете, в свое время подхватили проект в Иране, который осуществлялся немецкими компаниями, и достроили атомную электростанцию Бушер. Там сейчас работает, германские компании ушли, иранцы нас попросили продолжить. Это было сложно, потому что то, что делали немецкие специалисты, это был их дизайн, и Росатому пришлось приложить немало усилий, чтобы адаптировать это все под блок российского дизайна. Но, тем не менее, мы это сделали. И этот блок работает успешно. Мы заключили контракт на строительство еще 2 блоков. Работы идут, и наши специалисты находятся на площадке. Это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность. В целом, мне кажется, что, имея в виду
планы Ирана продолжить использование, развитие мирного атома, имеется в виду и в области сельского хозяйства, это применимо, в области медицины и так далее. Но это не атомная энергетика. И в атомной энергетике мы могли бы вместе с Ираном, почему я так думаю? Потому что уровень доверия достаточно высокий между нашими странами. У нас очень добрые отношения с Ираном. Мы могли бы продолжить эту работу и обеспечить их интересы в этой сфере. Я сейчас не буду вдаваться в детали, их много. И все эти детали нами обсуждались как с израильской стороной, как с американской, так мы определенные сигналы подали и иранским нашим друзьям. И в целом можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики. И в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности. Такие варианты, на мой взгляд, есть. Мы их изложили, повторяю, нашим партнерам, всем и США, и Израилю, и до Ирана довели эти. Ну, мы ничего никому не навязываем, мы просто говорим о том, как мы видим возможный выход из ситуации. Но решение, конечно же, за политическим руководством всех этих стран, прежде всего Ирана и Израиль.